В тот день тюрьма получила нового заключенного с сильным телосложением, словно у машины из стали. Глядя на эти бугрящиеся мышцы, казалось, что даже пули будут рикошетить от него впустую. Это был Дженсен, прозванный самым сильным человеком Средиземноморья. С момента входа в камеру его ледяной взгляд нагонял страх на всех, но старики не собирались отпускать его так легко. Теперь у старожилов был обычай издеваться над новичками. Тот, что сидел на нижней койке, вызывающе притворялся непринужденным, а двое на верхних койках высокомерно смотрели вниз глазами, полными презрения. Для них это была всего лишь формальность. Каждому новому заключенному назначали свою камеру. За мощной железной дверью раздались звуки, похожие на ураган. Хаотичные стоны разорвали спокойную атмосферу камеры. Охранники, которые, как обычно, собирались неторопливо подслушивать, все еще весело смеялись, но представшее перед их глазами зрелище заморозило их улыбки. Все заключенные были избиты Дженсеном и лежали на полу, задыхаясь. На следующее утро в тюремной столовой Дженсен спокойно завтракал, когда к нему с убийственными намерениями подошел лысый, сильно мускулистый мужчина. Он зарычал, требуя денег за защиту. Он сказал, что здесь это в порядке вещей. Сидевшие неподалеку заключенные, увидев эту сцену, поспешно встали и ушли, не решаясь вмешиваться. Лысый мужчина плюнул прямо в свой поднос с едой. Это был акт унижения, который нельзя было назвать более провокационным. Дженсен поначалу пытался сдерживаться, потому что был новичком и не хотел создавать проблем. Но в следующую секунду другой мужчина шагнул вперед, и его голос, полный насмешки, подлил масло в огонь. «Это вы тот парень, который убил свою жену?» После этого этот человек не забыл осыпать его оскорблениями. Эта фраза словно нож вонзилась Дженсену прямо в сердце. Его глаза налились кровью, а внутри зародилась боль от ложного обвинения. Правда заключалась в том, что его жена была зверски убита прямо в их доме, а ему в это время впрыснули анестетик. Когда он очнулся, то обнаружил, что держит в руках оружие, а кровь заливает землю. Лукавая ловушка для соперника, ведущая его к неизбежной поражению и пленению. Не в силах больше терпеть, он внезапно встал, схватил стальной поднос с едой и с размаху ударил им провокатора прямо в лицо. Звон металла разнесся по всей столовой. Первого удара хватило, чтобы заставить противника споткнуться, но это было только начало. Завязалась драка между старожилами и новичками, между теми, кто возомнил себя королями, и тем, кто действительно рожден быть доминантом. Окружающие заключенные ликовали, а авторитет Дженсена был выгравирован глубоко в сердце каждого свидетеля. Всего лишь один завтрак заставил всю тюрьму взглянуть на него по-другому. Сразу же после сокрушительной драки в тюрьму ворвались охранники. Всех быстро усмирили, но Дженсена отвели прямо в кабинет начальника тюрьмы. Женщина была необычная. Хеннесси, холодная и безжалостная надзирательница, управляющая тюрьмой с железной волей. Ей было все равно, насколько он велик или мускулист. Внимание Хеннесси привлекло его истинное лицо, легендарный гонщик, некогда доминировавший на трассах, и самое горячее имя на подпольной скоростной сцене. В этой тюрьме каждый год проводились смертельные гонки заключенных. Внешний мир считал это развлечением, кровавой игрой жизни и смерти, которая приносила системе миллионы долларов. После предыдущей гонки гонщик в маске Франкенштейна внезапно скончался в результате загадочного несчастного случая. На освободившееся место так и не нашлось смельчака. И вот теперь, увидев нового заключенного со славным прошлым и яростью в глазах, Хеннесси поняла, что нашла идеальную замену. А может быть даже кого-то более страшного, чем Франкенштейн. Хеннесси велела надеть маску умершего гонщика и взять его место в решающей гонке, обещая свободу в случае победы Дженсена. Желание отомстить за жену побудило его не упустить такую возможность. Далее она подготовила для него 3 помощников. Они привели его к месту, где хранился гоночный автомобиль. Это была не что иное, как сверхмощная боевая машина. Он имел двигатель В-12. Толстый титановый кузов, пуленепробиваемое стекло китайского производства и скорострельный пулемет на крыше. Это смертельное орудие. Сослуживцы дали инструкцию перед 3-этапной гонкой смерти. В начале гонки каждый гонщик должен был победить всех соперников в погоне. На 3-й день происходила главная битва, и тот, кто первым пересекал финишную черту, становился победителем. Все волновались за Дженсена, ведь его противниками были не обычные гонщики, а опытные убийцы из преступного мира. Они были хладнокровными убийцами, которые совершали убийства, не дрогнув. У него оставался лишь один шанс – победить или погибнуть. Самый жестокий соперник на трассе – Джо Машина для убийства, перевозивший в ад 8 жизней.
Он был кошмаром каждого гонщика, выходившего на арену. На следующее утро прибыла колонна удивительно сексуальных женщин в смелых нарядах. Они вышли из машин и, выбрав себе спутников, сели в автомобили. Дженсен встревожился, увидев сногсшибательную красотку. Но это не было совпадением. Это была уловка начальника Хеннесси. Она использовала этих красавиц, чтобы повысить зрелищность шоу, доводя зрителей до исступления. Конечно, еще до начала забега экраны прямых трансляций взорвались. Миллионы зрителей устремились на них. Арена превратилась в настоящее поле телевизионной битвы. Машины напоминали стальных зверей с тяжелой броней и оружием, готовым к стрельбе. А гонщики, их глаза были полны убийственного желания, казалось, только и ждали сигнала, чтобы разорвать друг друга на части. Вспыхнул зеленый свет, и вся колонна с ревом рванулась вперед, как ракеты. Шины взвизгнули, дорога завибрировала от тяжести металла и бешеной скорости. Смертельная гонка официально началась, и только последний выживший будет назван победителем. Чтобы усилить драматизм и привлечь зрителей, начальник Хеннесси приказал активировать на трассе режим атаки. Вырезанные на крышках люков большие мечи активировали бортовую систему вооружения при касании автомобиля, а значок щита давал возможность обновить снаряжение. А символ черепа означал наказание. Любой автомобиль, идущий позади, ожидала мучительная смерть. И тут же первая машина, коснувшаяся меча, обрушила шквал пуль на машину впереди. Битва мгновенно превратилась в хаос. Гонщики начали лихорадочно использовать все подручные средства и оружие. Любой, кто совершал ошибку, даже на секунду замедляясь, взрывался на месте. Щит не только защищает, но также используется для тактических уловок, разлив масла для скольжения врагов и шипы для прокола шин. Одна машина воспользовалась случаем и разбросала стальные шипы по всей дороге. Маленький автомобиль сзади не смог среагировать, колеса зацепились, он перевернулся в воздухе и раздался взрыв. В него попала пуля и с силой взорвалась. В этот момент Дженсен тоже достал меч и получил возможность атаковать своего противника. Но по иронии судьбы, система оружия дала сбой. Видя это, его второй водитель-женщина отважно забралась на крышу машины, чтобы починить ее под градом пуль. Позади них противники вели беспощадный огонь. Пули сыпались дождем. Ему пришлось быстро уклониться и спрятаться за сломанной машиной, чтобы дать жене время починить оборудование и выиграть необходимые секунды. Под непрекращающимся ливнем пуль девушка безрассудно закончила ремонт устройства. Теперь машина могла контратаковать, но прежде чем они успели нанести удар, их обстреляли. «Не можем ответить, Ю». Дженсен быстро прикрылся щитом, готовясь к масляной контратаке. Но судьба снова сыграла свою роль. Среди хаоса машина дала сбой. Его щит был изрешечен сотнями пулевых отверстий, колеса искрили, а корпус машины бешено вибрировал. Если они дальше поехали, машина разлетелась бы на куски на трассе. Дженсен решил рискнуть. Заставил девушку сесть на колени, положил зажигательную бомбу на сиденье и активировал катапультирование. Кресло взмыло в воздух, неся на себе бомбу, и упало прямо на машину, которая ехала за ними в хвосте. В этот самый момент девушка, быстрая как молния, бросила зажигалку в сторону машины. Пламя полетело прямо в протекающий бензобак, и бум! Но как только все успокоилось, в лидеры вырвался еще один автомобиль. Водитель обернулся и щелкнул пальцем, делая вид, что нажимает на курок. В этот момент Дженсен замер. Точно такой же жест сделал убийца его жены сразу после убийства. Ошибиться было невозможно. Этот человек был преступником, и все это, вероятно, было срежиссировано начальником тюрьмы. Он был ошеломлен, потерял ориентацию, и в мгновение ока соперники обогнали его, а рейтинг упал до самого дна. Первый день гонки закончился, и, конечно, он занял последнее место. Но в ответ Дженсен понял, что его цель теперь не победа, а месть. Пока команда лихорадочно ремонтировала машину, открылась истина. Машина Дженсена была повреждена не так, как он думал. Это изощренное коварство организовал второй водитель, в которого он верил, но который тайно его предал. Завершив свой план, она быстро покинула место преступления, оставив его в полном недоумении и ярости. Осознав правду, он решил обратиться к начальнику тюрьмы за объяснениями. Весь свой гнев он направил на то, чтобы допросить надзирательницу о смерти жены. Удивительно, но она ничего не отрицала. Хеннесси во всем призналась и даже раскрыла свой план, причинив ему еще больше боли. Эта старая карга даже использовала фотографию его дочери в качестве оружия для угроз и запугивания. Если он не продолжит участвовать в гонках, жизнь девочки будет в опасности. Злой, но беспомощный, он мог лишь смириться со своим бессилием и подчиниться требованиям надзирателя, чтобы защитить свою дочь. Однако внутри него тлела ярость, и он был полон решимости найти непосредственного виновника смерти жены. Наконец он нашел логово человека со шрамом, которого подозревал в убийстве своей жены.
Но не успел он его найти, как попал в засаду. Этот человек вышел из тени, ухмыльнулся и ударил его прямо в лицо. Он не стал отрицать, что является преступником, а лишь холодно сказал: «Пусть будет так». Только он выхватил оружие, чтобы прикончить его, как тут же, не раздумывая, бросился в атаку, расправившись с окружающими приспешниками. Человек, который недавно вел себя высокомерно, теперь молил о помощи на коленях, утверждая, что начальник тюрьмы стоял за убийством его жены. В порыве ярости он полностью проигнорировал слабые мольбы человека со шрамом. Он собирался убить его, но тогда надзирательница сзади выстрелила из транквилизатора, спасая его. Ему все еще было нужно для второго раунда. Хеннесси ждала особенной марионетки, пока спектакль не закончится. Второй день соревнований официально начался, и другие машины с ревом уносились прочь, как пули. Автомобиль Дженсена стоял неподвижно на середине дороги. Он медленно нажал кнопку катапультирования и повернулся к девушке. Он напрягся, чтобы спросить ее, почему она намеренно создала проблемы. Загнанная в угол, девушка наконец рассказала правду. Она призналась, что тайно заключила сделку с начальником тюрьмы. В хозяйстве не хотели терять такую дойную корову. Если он уйдет, система рухнет. Для этого она специально повредила машину и оборудование, чтобы заманить Дженсена в эту кровавую ловушку. Он стал марионеткой начальника тюрьмы, приносящей деньги. Неожиданная откровенность девушки ненадолго смягчила его, но боль от потери жены тут же вернула его к реальности. Он нажал на педаль газа, ворвавшись в гонку, и начал свою давно подготовленную месть. Несмотря на то, что он стартовал последним, он быстро вырвался вперед и выхватил эмблему меча. Он уже собирался разогнаться, чтобы протаранить убийцу своей жены, но тот успел достать оружие. Не раздумывая, парень открыл по нему дикий огонь. Каждая пуля, казалось, разрывала машину на части. В этой ситуации он совершил идеальный разворот на 180 градусов, повернув прямо на противника и приняв столкновение, чтобы получить преимущество. Он закрепил щит, а затем нажал кнопку, чтобы выпустить густой дым, полностью ослепив противника. И тут же машина противника врезалась в гигантский бетонный столб. Но он не остановился на этом. Как только дым рассеялся, он развернул машину и бросился к убийце, который как раз выбирался из-под обломков. Не говоря ни слова, он надел маску и вышел из машины. Он крепко скрутил шею убийцы, успешно покончив с его давней обидой. Внезапно он поднял взгляд в объектив камеры, откуда за всем наблюдал надзиратель. Его глаза говорили о многом, передавая смысл яснее любых слов. Она думала, что контролирует игру, но отныне правила устанавливал он. Надзирательница тут же нанесла ответный удар. Она выпустила свой козырь. Огромный паровоз выехал прямо на рельсы. Прежде чем он успел среагировать, массивное пушечное ядро пробило рельсы, взорвавшись на десятки метров. Затем пулемет, установленный спереди, изрыгнул тысячи снарядов в секунду, превратив все перед собой в пыль. Менее удачливые болиды не имели шансов на ответный удар, взрываясь один за другим и безжалостно расплющиваясь. Перед ними на пути оставались только две машины – Дженсена и Джо. Они тут же образовали союз. Их единственная цель – уничтожить паровоз. Они слаженно координировали свои действия, непрерывно атакуя и заставляя поезд двигаться по заданному маршруту. Вдвоем они погнали его прямо к зоне активации щита черепа. Массивный поезд не успел сломаться и был отправлен в небо в виде обугленной груды металлолома. С другой стороны кипела от ярости надзирательница, видя, что ее козырь повержен. Ее глаза сверкали безумием и дико метались. Хеннесси решительно намерена убить Дженсена на следующий день. Второй этап гонки завершен, они решили стать товарищами по команде. Оба решили вместе осуществить план, чтобы отомстить Хеннесси и тем, кто посмел относиться к ним как к шутам. Наступил последний день смертельной гонки. Чтобы навредить Дженсену, надзиратель тайно приказал заложить бомбу в его гоночный автомобиль. Все было устроено так, чтобы покончить с ним в этом раунде. Когда гонка началась, оба автомобиля мчались более 300 км в час, поднимая облака пыли. Чтобы обогнать, Дженсен разлил масло на дороге, заставив машину Джо вылететь в кювет. Но это была лишь часть их плана. Как только он приблизился к кнопке с эмблемой меча, надзиратель немедленно отключил питание, намереваясь заставить его потерять преимущество перед Джо. Не имея возможности атаковать, он терпел, пока Джо за его спиной не разразился градом пуль, желая прикончить его на месте. Погоня усилилась, и задний щиток его машины начал трескаться. В этот момент Дженсен крикнул девушке, чтобы она выпустила вспомогательный щит. Щит полетел в сторону Джо, заставив его резко свернуть, чтобы уклониться. Хотя он и не попал, но тут же контратаковал, выпустив 3 гранаты белого дыма, создав обратное давление. К счастью, он успел вовремя свернуть и уклониться от всех 3 снарядов.
В результате ракеты пробили стену тюрьмы, открыв большую дыру. Это была та самая возможность, которой они так ждали. План побега официально начался. Не раздумывая, оба бросились наружу через дыру. В этот момент они даже открыли двери своих машин, посмотрели друг на друга и торжествующе улыбнулись. Этот спектакль удачно обманул Хеннесси. Внутри начальник тюрьмы кипел от ярости. Она приказала активировать весь арсенал оружия и лично нажала кнопку активации бомбы. К сожалению, она обнаружила, что бомба была обезврежена. Мгновенно машины полиции были отправлены в погоню за ними, но Дженсен был готов. Он выпустил масляные бомбы, чтобы перекрыть дорогу, заставив всю колонну остановиться. На этом ситуация не закончилась. Неожиданно появился истребитель, угрожая жизни обоих. В решающий момент водитель решил пожертвовать собой, оставшись в машине, чтобы привлечь внимание истребителя. Ведь, как она сама сказала, в первом раунде она саботировала оборудование, и теперь пришло ее время вернуть долг. Он выпрыгнул из машины и покатился по земле. Потом они с Джо уехали на поезде по секретным путям. Хеннесси считала себя победительницей и подняла бокал в честь праздника. Она открыла подарочную коробку, но неожиданно обнаружила внутри ту самую бомбу, которую заложила в машину Дженсена. Она сама привела ее в действие. Все закончилось сокрушительным взрывом. Прошло 2 месяца, Дженсен и Джо открыли небольшую автомастерскую и жили простой и спокойной жизнью. Однажды днем, когда они работали, к ним неожиданно подкатил незнакомый автомобиль. Дверь машины открылась, и из нее вышла знакомая фигура – второй водитель. Та, которая, как считалось, погибла в жестокой битве, выжила. Все трое посмотрели друг на друга, на их лицах сияла улыбка. Наконец-то началась новая глава в их жизни. На этом фильм заканчивается. Что вы думаете об этом фильме? Пожалуйста, оставляйте свои комментарии под видео.